Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Шевелев Сергей, и мы продолжаем серию «Азбука чая». Это самые основные вопросы о чае, которые будут важны всем, кто хочет немножечко разобраться в теме чая. Поэтому берите чашечку чая, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Мне часто говорят: Сергей, вот мы посмотрели твое видео, теперь уже точно знаем, да и даже не по видео, а просто уже по рецепторам своим собственным, когда вы чай пьете, вы уже знаете, что чай из пакетиков, чай из супермаркетов, все это полная ерунда, и пить такое, конечно же, нельзя. И тут встает выбор, где же покупать все-таки хороший чай. И очень часто вопросы, о китайских интернет-магазинах, потому что, естественно, полно обзоров, все могут найти, посмотреть. И, в общем-то, все те же самые названия, которые все знают, там, Дахунпао, Тигуанин, Пуэр, там, зеленый чай, все это можно найти и купить там на Али, там, еще где-то, и привезти себе. Что я об этом все думаю и какие вообще есть подводные камни именно в покупке чая онлайн. На самом деле, как вы думаете, если бы чай можно было бы хороший так легко найти, вообще существовали бы мы в принципе? Я думаю, что нет. И стал бы я там месить грязь в горных деревнях, когда можно, пожалуйста, есть, все знают Алиэкспресс, есть там китайская площадка Taobao, которая хоть и не доставляют в Россию, но там это вообще внутрикитайский рынок, он весь там. Я вам скажу один очень простой, понятный пример. В Китае существует, как вы знаете, хороший чай продается все-таки на рынках. Как вы знаете, я говорю, забегая вперед. Пока вы еще не знаете, но будете знать. И все бы эти рынки давно закрылись, если бы на этих интернет-площадках был бы хороший чай, и он был бы по разумной цене и так далее. То есть все прекрасным образом работает, и рынки по-прежнему являются источником хорошего чая для жителей городов Китая. Поэтому, собственно, если вы хотите найти чай непосредственно в Китае, то непосредственно лучше сюда поехать. Тогда вы, конечно, уже у вас шанс встретить хороший чай гораздо выше, чем в онлайне. Касательно самых онлайн-магазинов, естественно, при должном терпении и мукостраданиях, заказывая там непонятно у кого непонятно что, можно, в принципе, найти что-то сносное, но разумности в этом есть не очень много, потому что, на самом деле, основная полезная функция именно для нас, например, наличие всех этих онлайн-площадок в том, что мы можем сравнивать цены, и мы можем понимать, что нам надо держать разумную цену, разумное качество и держать рынок, скажем так, в порядке. Это хороший стимул для продавцов в любой стране, всегда есть куда посмотреть на Китай, и есть стимул держать разумную ценовую политику. Поэтому, в общем-то, мы тоже, если взять какие-то наши чаи, тот же Пуэр, как самый такой простой пример, у нас там есть кирпич за 700 рублей, например, 257 грамм, это 70 юаней. Это примерная средняя розничная цена на такой же примерно чай, в общем-то, в китайском интернет-магазине. Кроме того, вы тут хотя бы можете прийти его, попробовать, быть уверены в том, что он сертифицирован, то, что он качественный, то, что это нормальный товар, продукт, который проверен полностью от производителя до, собственно, упаковки, до контроля уже здесь. И цена, в общем-то, от него различаться может абсолютно не радикально. Более того, некоторые чаи, я даже находил неоднократно примеры, они даже были в чем-то даже дешевле. Конечно же, есть и обратные примеры, чудес не бывает, не может быть, чтобы все было в России дешевле, чем в Китае, но, тем не менее, когда большая работа проведена по проверке этого чая, по тому, где он, как сделан, когда, кем-то, чтобы был свежий, чтобы это было все нормально с точки зрения безопасности этого продукта, это уже совсем другое, и в этом плане наша работа, я считаю, очень важна. Еще для меня лично очень важный маркер качества, это, конечно, не мои рассказы о том, как классный, какой мы такие все хорошие, покупайте у нас, а то, что на самом деле где покупают чай сами китайцы. Как я уже успел сказать про рынки, на самом деле сами китайцы на том же Taobao чай не покупают. И обычно, когда я даже своего учителя начал заниматься китайским чаем, начал заниматься языком, я у своего учителя китайского языка спрашивал: Taobao, покупайте чай? Он говорит: буши сонжэн де ча, то есть это чай для подарков кому-то, то есть там покупают подарочную упаковку какую-то там, для того, чтобы просто подарить и часто эти подарки даже передариваются, в Китае есть такая традиция, то есть это не чай чтобы самим попить. Когда они хотят сами попить чай, они идут на рынок или они даже находят какого-то своего друга. И более того, на самом деле в Китае эта традиция
именно поездок на место производства, она очень распространена. Это не я придумал. То есть я когда начал ездить на заводы, ездить именно в деревни, искать именно фермеров, непосредственно с ними напрямую только работать, я как бы, в общем-то, это увидел просто в Китае, что так делают люди, и понял, что это единственный, в общем-то, способ получить именно хороший чай. Вот. Но получить его человеку, которому нужно сегодня купить просто себе 50 грамм чая попить, там за 300, там, 500 тысяч рублей, кто какой чай покупает, вот, или даже за 200 рублей, там и дешевле у нас есть, за 50 грамм можно и 100 рублей купить, у нас и тоже чай неплохой будет. Вот, не просто, что еще не факт, что будет дороже даже, чем в Китае. Вот. Но суть в том, что когда тебе нужно немного, тебе ехать такую большую дорогу ради этого смысла большого нет. Но, тем не менее, если вы уже оказались в Китае, так получилось, туристическая поездка, еще что-то, вы становитесь окружены, естественно, туристической инфраструктурой. И вы думаете, сейчас я приеду в Китай, найду, привезу с собой хотя бы чая хорошего, раз уж тут я оказался. Вот. Но я вам скажу, что все-таки чай это тоже специализированный продукт. Так же, как и любой специализированный продукт, он продается в специализированных местах. Если вы просто в туристической поездке, по работе там или как-то еще, то просто так наткнуться на магазин с хорошим чаем можно, конечно, но скорее это будет исключение. Скорее будет какая-то просто лавочка, где будут и цены завышенные, и качество не факт, что будет хорошее. То есть это, скорее всего, будет что-то не очень целенаправленное. Поэтому есть специализированные рынки. Если вы будете в Пекине, это рынок Малиндао, если будете в Гуанчжоу, это рынок Фанчжун. В других городах тоже есть крупные рынки. Там можно, конечно, погулять, посмотреть, как-то познакомиться с этим и что-то, конечно, приобрести, если вы уж в Китае оказались. Вот. Но лично, например, для меня конкретно, я уже сам очень много лет не был на многих этих рынках, где-то даже лет по 5 на некоторых из них не был. Вот, просто потому, что мне лично это уже не представляет никакого интереса. Когда ты работаешь с объемом, когда ты работаешь непосредственно с производителем, то, конечно, и цена, и качество тоже радикально отличается. Лично для меня, например, качество того же рыночного чая от качества фермерского будет отличаться, может, примерно так же, как для вас будет отличаться чай наш от чая магазинного или супермаркетов. Просто потому, что я уже перешел на некоторую следующую ступень. Вспомню один довольно смешной момент, когда, значит, как-то один раз знакомый мне привозит какой-то чай, говорит, вот, купил в Китае, я там сам был в Китае, вот какая-то мантра вот эта, что если я сам был в Китае, значит, я вот уже точно, как минимум, чайный эксперт. Не хочу никого обидеть ни в коем случае, но просто это была немного забавная история. Ну, значит, привез сам из Китая, показывает, говорит, вот, 250 юаней, вообще супер, Я такой смотрю, тогда это было давно достаточно, мы тогда еще продавали много блины других фабрик, а сейчас мы в основном работаем с своим производством, просто получается гораздо более выгодно, и для вас, естественно, в том числе. Вот, и этот блин мы продавали тогда, по-моему, за 1300, что ли, 1200 рублей, то есть почти в 2 раза дешевле он стоил у нас в Москве, вот, уже со всеми там таможнями, перевозами и так далее. Я так очень громко посмеялся, говорю, ну вот, видишь, ты сэкономил, ты мог купить у нас на эти же деньги таких 2. Вот, это, в общем-то, напоминает такой случай, но то же самое, то, что если когда вы приедете просто в Китай и просто в каком-то магазине хотите просто купить чай, то вы вот то же самое, что вы пойдете здесь в пятерочку какую-то там, да, около дома и купите какой-то там чай. Или в какой-то любой другой там магазин масс-маркета. То же самое и в Китае. То есть, если вы не разбираетесь в чае, не приехали в специализированное место, не потратили на это действительно какое-то время, чтобы его выбрать, чтобы разобраться, то, в общем-то, вы получаете продукт точно такого же масс-маркета, только на данном случае уже китайского. Очень еще такой распространенный миф, что все китайцы разбираются в чае, все его понимают, все его пьют. На самом деле там точно такой же есть масс-маркет, точно так же массовый китаец в целом пьет чай средний. Конечно же, настолько плохой, как у нас это, но все-таки все равно это не факт, что будет какой-то там замечательный, невероятного качества продукт. Поэтому, естественно, нужно общаться с специалистами. Есть такой распространенный миф, что хороший чай якобы обязательно дорогой, поэтому если я сейчас найду сам в Китае, то он там будет дешевле и так далее. Надо не забывать, что крупные корпорации, также продавцы, они очень любят закладывать очень большие сверхприбыли. Вот. И, соответственно, когда вы покупаете какой-то чай масс-маркета, то, в общем-то, та же ценовая политика, может быть, там даже ниже, но не бывает чудес. Есть сырье, есть как бы производитель, и как бы в любом случае чай определенного качества, он все равно в Китае так или иначе стоит плюс-минус похожие цены. И поэтому, если ты приезжаешь к производителю и ты привозишь сюда, просто минуя количество посредников, ты получаешь более разумную цену здесь. И поэтому, когда моя основная была задача, это не сэкономить на качестве, когда я поехал в Китай, а найти, собственно, меньшее количество дополнительных людей посредине. Вот, да, то есть работать напрямую. В этом, собственно, и главная была всегда цель.
Поэтому я тоже уважаю людей, кто пытается делать то же самое, считаю, что это правильная самая дорога, то есть именно доставать хороший продукт, находиться на месте, находиться на заводе, работать напрямую, делать чай на заказ. Сейчас большинство нашего чая тоже на заказ производится. Таким образом получаем действительно уникальный, интересный продукт и продукт, которым могу сам гордиться. Ну и самое главное, то, что за всей моей болтовней есть всегда очень большой пруф. Это более там 800, уже 900 скоро будет видео о, собственно, местах производства, где я все это вижу, трогаю, стараюсь как можно больше таких процессов запечатлевать. И, кстати, можете в комментариях к этому видео оставить, может, какие-то мысли, идеи, что вы еще не видели у меня, если давно смотрите канал, вот, ну или что хотели бы увидеть, можете тоже оставить, я вам кину ссылочки на конкретные видео с конкретных мест, может быть, что-то особенное вы не нашли, а хотели бы посмотреть. Ну и в завершение рекламную паузу, потому что очень часто тоже, кто смотрит мои видео, даже помню, один друг как-то, значит, смотрел около 100 моих видео, и он не понимал, что у нас есть магазин. Хотя у меня здесь в углу висит эта вот иконочка, написано «Мой чай.ру», но вот не кликал он туда, потому что я никогда не занимаюсь какой-то такой агрессивной продажей товаров в своих видео. Но, тем не менее, все-таки скажу, лишний раз упомяну, что у нас 17 чайных клубов по всей стране. Если даже в вашем городе нет чайного клуба, все ссылочки в описании есть к этому видео, вы можете заказать чай онлайн на главном сайте, либо на сайте Санкт-Петербурга с доставкой по всему миру бесплатной от 1900 рублей по России и от $130 по миру. Вот, то есть просто оформляйте заказ, и он к вам уезжает без всякой оплаты. Вот, собственно, позаимствовали эту замечательную методику у наших китайских друзей, подумал, почему бы нет. Вот, поэтому наличие всех этих ресурсов — это хорошо, оно помогает нам тоже быть лучше и стремиться к хорошему качеству чая и по разумной цене. На этом, пожалуй, все. Я пожелаю вам приятных чаепитий. До новых встреч.